Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич. Всем добрый день. Военные эксперты НАТО считают, что Германии хватит года для создания ядерного оружия, сообщили в пресс-бюро СВР России. Борис Леонидович, связано ли это с другой новостью, тоже сегодняшней? В Германии разрешили производить ядерное топливо по технологии Росатома. Это что же получается, ядрен батон немцы получат или нет? Ну, новость, конечно, связана. Соглашение между компаниями ТВЭЛ, топливный дивизион Росатома, холдинг, и французской компанией Фронатом о том, что будет идти проект по организации производства ядерного топлива на территории Германии, подписан в 2021 году. Сейчас у нас не 21 год, сейчас у нас вроде бы как 26-й. 5 лет потребовалось французским и немецким атомщикам для того, чтобы приступить к процедуре создания вот такого производства. А ядерное оружие будет произведено в течение 1 года. В той же Германии, что характерно. Ну, давайте по порядку. Я не думаю, что СВР в чем-то ошибается. Но я буду ждать подробностей. Не названы фамилии этих натовских экспертов. Давайте просто пройдемся, какие инженерные подробности необходимы. Что требуется для создания современного термоядерного оружия? Ну, начнем урановый путь. Это обогащение урана по содержанию урана 235 до 90-93%. Вот такой частоты уран считается ядерным. Что для этого требуется? Ну, для начала, если действительно такая серьезная военная программа, требуется купить несколько десятков тысяч тонн урановой руды и доставить в Германию. Просто для того, чтобы было сырье. Я, к сожалению, может быть, плохо слежу, но вот таких внезапных огромных закупок не видел. Наверное, Германия несколько лет накапливала потихоньку, никто не видел. Действительно, на территории Германии есть один из заводов европейской компании Юренко, у которой есть собственная технология газовых центрифуг. Действительно, урановая руда поступает на территорию Германии в тех объемах, которые зафиксированы в МАГАТЭ. Если объемы больше, ну, наверное, это как-то очень тайно, где-то так в режиме Северной Кореи потихоньку доставлялось и накапливалось. Далее. Газовые центрифуги и обогащение до уровня 90-93%. Это каскад газовых центрифуг, с учетом характеристик современных центрифуг Юренко, это до порядка 10 тысяч газовых центрифуг. Их нужно заказать. Газовые центрифуги по лицензии Юренко можно заказать только у производителей компании Юренко. Значит, на Юренко был тайно размещен вот такой заказ и профинансирован. Конечно, оборонный бюджет у Федеративной Республики Германии огромен. Наверное, они где-то вот это спрятали, и никто не заметил. Для того, чтобы газовые центрифуги выстроить в ряд, требуется производственная площадка. Вне зависимости от того, что именно готовит Германия, это вопрос государственного регулятора атомной отрасли. Он должен выдать лицензию на эту площадку, соответственно, должно пройти капитальное строительство по всем требованиям по ядерной безопасности. Объект ядерный – это система физической охраны и так далее, и так далее, и так далее. Наверное, вот где-то это производство появилось. Я об этом не в курсе, но спрятать такие огромные траты, строительство такого огромного сооружения, ну, это такой процесс серьезный. Что на выходе с каскада газовых центрифуг? После того, как температура снижена, это серый порошок гексафторида урана, соединение одного атома урана с 6 атомами фтора. Это точно не ядерное оружие, это просто заготовка. Прежде всего, необходимо перевести в химическое соединение с кислородом. Требуется уран О2, соединение одного атома урана с 2 атомами кислорода. Это реконверсионное предприятие, мощностью превышающее то, что есть у компании Юренко. Его тоже надо где-то разместить, оно не лицензируется как ядерный объект, но что такое соединение фтора, надеюсь, никому объяснять не надо. Ядерного боезаряда требуются металлические заготовки, причем совершенно определенной формы. Требуется освоить металлургию урана.
Это отдельное искусство в условиях холодной войны с 45 по 49 год спецкомитет под руководством менеджера Лаврентия Павловича Берия всей стране пришлось напрячься, чтобы освоить вот это за 4 года. Ну вот в Германии как-то иначе. В Германии какие-то есть тайные наработки, которые позволят это быстро сделать. Что в результате всех этих процедур? Ядерный боезаряд такого качества, которое видели в Японии в небе над Хиросимой. Мощность, напомню, 20 килотонн. На современное ядерное оружие это не похоже никак. Если речь о серьезном ядерном оружии, о термоядерных взрывах, необходим плутоний 239, тоже оружейной частоты, содержание урана, плутония 239 в таком образце должно превышать 70%. Плутоний можно получить только в результате облучения природной руды урана в реакторе либо с графитовым замедлителем, либо с замедлителем из тяжелой воды. Количество таких промышленных реакторов, наработчиков плутония на планете Земля на день сегодняшний равно нулю. Их нет нигде. Они остановлены в соответствии с международными соглашениями абсолютно у всех. В Соединенных Штатах, в Российской Федерации, в Великобритании, во Французской Республике и вроде бы как даже в Китае. Есть государства, не подписавшие договор о нераспространении ядерного оружия, Индия, Пакистан, там может быть все иначе. Может быть, конечно, немцы сумели договориться с Пакистаном или с Индией о том, что им обеспечат поставки плутония. Тайна раскрыта. Тюменская техника Кейс-Гуру производится в Китае, где сосредоточено 90% производства мировой электроники. Почему тогда на коробках техники Кейс-Гуру написано «создано в Тюмени»? В Тюмени инженеры продумывают характеристики и тестируют устройства. В Китае масштабируют производство. Глава компании Кейс-Гуру Вадим Боков, прозванный тюменским Илоном Маском, лично контролирует разработку. Вадим выпустил инновационные устройства для уборки по старинке, без химии, но по стандартам медицинской чистоты. Раньше после уборки полов болела спина, сейчас можно убраться без боли. С новинкой Кейс-Гуру беспроводным пылесосом Турбосил. Рекордное соотношение длительности работы и мощности. Турбосил очищает мебель на глубину до 10 сантиметров. Наши мамы и бабушки мыли полы вручную. Сегодня это делает робот-пылесос со станцией самоочистки. Кейс-Гуру самочист. Тюменский самочист проводит сухую и влажную уборку, сам очищается на станции и заправляется водой. Через встроенную камеру самочиста можно наблюдать за домом из любой точки города. Раньше мыли окна, подвергались опасности. Сейчас это делает робот-мойщик Кейс-Гуру Чисто-Бот. Кейс-Гуру Чисто-Бот отмывает 20 видов поверхностей, горизонтальных и вертикальных. Смотрите инновационные устройства Кейс-Гуру для уборки. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Забирайте промокод INFO2607 на скидку до 1000 рублей. Оружейный плутоний, так же как и уран, должен быть металлом для того, чтобы стать частью ядерного боезаряда. Освоение технологии металлургии плутония с его различными возможными валентностями, с его способностью воспламеняться в атмосферном воздухе, тоже более чем сложная технология. Если у кого-то есть сведения о том, что в Германии кто-то этим занимался, ну, а как заниматься? Для этого надо иметь плутоний. Ну, видимо, где-то это происходило. На этом все? Нет, не все. После того, как облучены блочки из природной руды урана в реакторе, необходимо из них извлечь образовавшийся плутоний. Для этого требуется завод по переработке облученного ядерного топлива. На планете их на день сегодняшний 3. Во Франции, в России и в Китае. Строительство завода в Китае, с учетом возможностей их машиностроения, заняло более 12 лет. Ну, может быть, в Германии как-то все иначе, и мы обязательно об этом рано или поздно услышим. Нам какие-нибудь эксперты НАТО об этом и расскажут. Кроме того, если мы говорим о термоядерном заряде, требуется дейтерит лития. Именно он является таким законсервированным накоплением
трития, для того, чтобы наработать вот такой изотоп лития, требуется специальный реактор. Количество действующих реакторов на территории Федеративной Республики Германия равно нулю. Вот этих технических подробностей я буду ждать, каким образом таинственно возник новый завод по обогащению урана до оружейной частоты, откуда были взяты центрифуги, где подготовили специалистов для всего этого работать, где находится объект, как он охраняется, охраняют его структуры НАТО, спецчасти США, части вермахта, извините, не вермахта, Бундесвера, где появились новые реакторы наработчики плутония, достаточно серьезная большая тема. В том случае, если выяснится, что все это в Германии было, появился запас урановой руды, новый завод с новым набором центрифуг в огромном количестве, появились реакторы, завод по переработке обогащенного ядерного топлива, тогда действительно информация, поступившая от неназванных экспертов НАТО, полностью соответствует действительности. Вот этих технических подробностей я буду ждать, каким образом таинственно возник новый завод по обогащению урана до оружейной частоты, откуда были взяты центрифуги, где подготовили специалистов для всего этого работать, где находится объект, как он охраняется, охраняют его структуры НАТО, спецчасти США, части вермахта, извините, не вермахта, Бундесвера, где появились новые реакторы наработчики плутония, достаточно серьезная большая тема. В том случае, если выяснится, что все это в Германии было, появился запас урановой руды, новый завод с новым набором центрифуг в огромном количестве, появились реакторы, завод по переработке обогащенного ядерного топлива, тогда действительно информация, поступившая от неназванных экспертов НАТО, полностью соответствует действительности. Верить можно в многое, будем считать, что я тоже верующий, верю, что у Германии все это есть. Просто мы об этом не знали. Борис Леонидович, а давайте все-таки поговорим о производстве ядерного топлива для атомных электростанций. С ним-то что? Речь идет о заводе АНФ, Advanced Nuclear Fuels в Лингене, собственность французской компании Фроматом, государственной, на всякий случай напомню. Действительно, вот совсем недавно, в июле, власти Нижней Саксонии, где все это находится, выдали разрешение на расширение деятельности завода, чтобы он мог изготавливать топливо для реакторов ВВР-440 и ВВР-1000, то есть советский и российский дизайн, шестигранники знаменитые. Связано это с программой Евросоюза по диверсификации поставок топлива для реакторов советского российского дизайна. Да, есть политические ограничения на участие российских специалистов в рабочих предприятиях. То есть фактологически вроде бы все нормально. Цель проекта – обеспечить европейские ВВР-реакторы, наши водно-водяные, топливом без прямой зависимости от поставок готовых тепловыделяющих сборок из России. То есть здесь с фактологией нормально. И еще раз повторяю, когда у нас в один день выходят новости о том, что Германия способна за год освоить производство ядерного оружия, и та же Германия в течение 5 лет готовится к производству топлива для атомных электростанций, здесь что-то не так. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, что мы и дальше также бодро вещаем на всех площадках, без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. И огромная просьба, читая современные новости о атомной отрасли, берегите свою голову, старайтесь читать это глазами инженера, пытайтесь понять, что стоит за каждой фразой. Фраз много. Если прочитать новость о том, за счет чего Германия намерена производить ядерное оружие, вы обнаружите очень научный текст, не имеющий никакого смыслового содержания. Берегите себя, соблюдайте информационную гигиену. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.